Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. И сегодня мы будем продолжать вязать вот такого милого лабубу. Это вторая часть. Будем вязать тело. И для этого нам нужно соединить наши ножки. Будем тело вязать, соединять ножки, ручки. Начнем. И начнем мы с вами с воздушной петли. Делаем одну воздушную петлю и присоединяем лапку, ножку. Смотрите, поставьте лапки так, чтобы они были равномерные, не смотрели врозь и не смотрели внутрь. Примерно вот так. И делаем столбик без накида. Первый. И по ножке мы дальше вяжем еще 9 столбиков без накида. Получается, что мы с вами обвязываем ножку столбиками без накида. Тут будьте внимательны, чтобы не получилось, что вы пропустите или сделаете 2 столбика в одну петлю. У вас должно получиться на ножке 10 столбиков без накида. Итак, одну ножку мы обвязали. Лишние хвостики я убираю внутрь, они нам не понадобятся. И вот эта воздушная петля осталась. Здесь мы с вами свяжем прибавку. Возьмем за полупетлю и вяжем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Готово. Дальше вяжем 10 столбиков без накида по другой ножке. Будьте здесь внимательны. И давайте я сделаю это на ускоренном темпе. Просто вяжем 10 столбиков без накида. Так. И подходим к завершению нашего 10-го ряда. И вот эта воздушная петля, помните, и мы здесь делаем прибавку. Итак, в 10-м ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Ножки соединили, ставим маркер. А ну-ка, какие вот такие лапки получаются. И вяжем с вами дальше. Схема у нас будет такая. 5 столбиков без накида, прибавка. Повторим 4 раза. 1 столбик без накида. Второй. Третий. Четвертый. И 5 столбик без накида. Следующая у нас идет прибавка. 2 столбика в одну петлю. И так повторяем еще 3 раза. И в 11-м ряду у нас с вами должно получиться 28 столбиков без накида. В начале видео я забыла сказать, что мы с вами используем крючок, для пушистой ниточки. Да, у меня это сейчас велюр номер 3,5. Так, и вот мы уже подходим к завершению. Последний раппорт у нас остался. 5 столбиков без накида. И в последнюю петлю мы с вами свяжем прибавку вот сюда. Супер. Дальше мы с вами перенесем маркер, а можем и оставить, потому что будем вязать пузика. И мы 4 ряда подряд с вами вяжем без изменений 28 столбиков без накида. Давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже встретимся на 16 ряду. И вот какое пузико получилось у нашего лабубу. Вот здесь уже лучше бы было перенести маркер, потому что у нас с вами будут дальше убавочные ряды.
И 16 ряд мы вяжем по схеме 5 столбиков без накида, убавка. Первый столбик без накида, второй, третий. Так, у меня маркер потерялся. Поставлю его на место. Четвертый столбик без накида. И пятый. А теперь мы делаем убавку. Первая доля полупетли одной, второй и протягиваем. Убавка готова. И так повторяем еще 3 раза. 5 столбиков без накида, убавка. В 16 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. И следующий ряд у нас тоже будет убавочный, а потом мы будем присоединять ручки, ладошки. Но пока заканчиваем 16 ряд. 5 столбиков без накида, убавка. Отлично. Маркер я оставлю, чтобы видно было, где я закончила. И 17 ряд у нас схема вязания. 4 столбика без накида, убавка. Мы вяжем с вами 4 столбика без накида, затем делаем убавку. Я вот решила так поддевать убавочку, мне легче в этом вязании. Итак, повторяем еще 3 раза. В 17 ряду у нас с вами должно получиться 20 столбиков без накида. Уже тело лабубу вырисовывается, вернее вывязывается. Смотрите, он получается и хорошенький, и в велюровой ниточке, и в ниточке из меха. В общем, как хотите, какого хотите, такого и можно связать. Мы закончили с вами 17 ряд. Смотрите, и теперь маркер перенесем. Сейчас мы будем с вами пришивать, ввязывать ручки, ладошки. И схема вязания такая у нас будет несложная, но внимательными нужно быть. Вяжем 1 столбик без накида. Следующее делаем убавку. Берем ручку, потому что сейчас мы ее будем ввязывать. Вот так. Смотрите, возьмите, чтобы пальчики правильно лежали. Складываем ручки и тело, полотно тела и ввязываем. Делаем подряд 4 столбика без накида. Ручки и тело. Второй, третий и 4. Так, тут внимательно, чтобы не пропустить никакой столбик на тельце. Замечательно. Следующая у нас идет убавка. После ручки убавка. По спине дальше мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И снова у нас идет убавка 1. Берем следующую ручку, левую. И тоже вот сюда мы будем провязывать, ввязывать ручку. 4 столбика без накида подряд вместе с ручкой. Первый, второй, третий столбик без накида. Ниточку я ввяжу. И 4. Так, проверяю себя. 4. Подтяну немножко ниточку. И у нас остается с вами 1 убавка. В 18 ряду у нас должно остаться 16 столбиков без накида. Все.
И сейчас мы с вами свяжем последний ряд тела. Это просто вяжем по кругу 16 столбиков без накида. И так как здесь нет ничего сложного, давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на завершительной стадии. Так, все, конец. Я делаю соединительный столбик, ниточку обрезала и подтянула. И тело нашей лабубушки готово. Вот такое оно. Смотрите. Замечательно. Ну что, может быть, давайте тогда свяжем ей и капюшон? Поехали! Вот такой капюшон мы сейчас будем вязать с вами. Он съемный, вяжется отдельно. Потом мы его так наденем. Ну и так как мы уже взяли ниточку, мех или велюр, то давайте и продолжим. Капюшон вяжется легко и быстро. Потом пришьются ушки. Ну давайте свяжем капюшончик. И начнем мы с вами с кольца амигуруми. 6 столбиков в кольцо амигуруми, как всегда. Второй, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Ниточку, кольцо затягиваем, хорошо подтянем и делаем соединительный столбик. Первый ряд закончили. Кольцо амигуруми готово. Второй ряд у нас будет 6 прибавок. В каждую петлю мы делаем по 2 столбика без накида. И во втором ряду у нас с вами будет 12 столбиков без накида. Вяжем легко и просто. И трендовая игрушка у нас будет готова. Я вот думаю, наверное, можно связать для лабубу платьичко или комбинезончик. А что бы вы хотели? Может быть, тоже снять мастер-класс? А может, вы и сами свяжете? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне будет приятно. Так, второй ряд закончили. У нас 12 столбиков без накида во втором ряду. Третий вяжем по схеме столбик без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. Столбик без накида, прибавка. Давайте я сделаю это на ускоренном темпе, потому что схема легкая, нам знакомая. И ничего сложного здесь нет. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Так, последний раппорт. Готово. Переносим маркер. И давайте свяжем следующий, 4-й ряд. Схема 2 столбика без накида. Первый, второй и затем прибавка. А так повторим 6 раз. В 24 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Уже немножко заговариваюсь. Вяжем по кругу. Закончили. Перенесли маркер. 5-й ряд. Тоже легкая схема. 3 столбика без накида, прибавка. Первый, второй столбик, третий, а затем прибавка. Так повторим еще 5 раз. И в 5-м ряду у нас с вами должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. И увидимся с вами уже на 6-м ряду. Вяжем. Так, я закончила.
Вот такая же капюшон обрисовывается. Дальше с 6 по 10 ряд 5 рядов мы вяжем подряд по 30 столбиков без накида. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже встретимся в 11 ряду, в последнем ряду капюшона. Так, ну я провязала 5 рядов, готовы. И последний 11 ряд мы с вами вяжем по схеме 3 столбика без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик без накида, второй, третий. Теперь делаем убавку. И так еще 5 раз. В 11 ряду у нас с вами должно остаться 24 столбика без накида. Делаем убавку. И давайте я это сделаю на ускоренном темпе. А вы можете перекинуть видео или просто связать быстренько со мной, как хотите. Мы заканчиваем капюшончик. И из этой ниточки у нас останутся только ушки связать. Итак, последняя убавка. И капюшон готов. Делаем соединительный столбик. Ниточку подлиннее оставьте, потому что нам нужно будет пришивать капюшон к голове. Закрепляем. Готово. Давайте немножко вам покажу его. Вот такой капюшончик получился. И на этом мы заканчиваем часть этого мастер-класса. Сможете связать такую лабубу. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. И до новых встреч!